Несмотря на то, что второй месяц лета начался максимально ужасно, ведь биткоин упал более чем на 10%, все может кардинально измениться буквально через 24 часа, поскольку 11 июля опубликуют данные по ИПЦ, который покажет уровень инфляции в США. Почему это так важно? Да потому что если в четверг ИПЦ упадет до 3% или ниже, это станет гарантией того, что ФРС сделает первое понижение процентной ставки уже в сентябре. Низкие процентные ставки – это, пожалуй, лучший катализатор для роста рискованных активов. Именно по этой причине инвесторы сейчас скупают акции американских компаний, а большие фонды, такие как BlackRock, уже готовятся к предстоящему ИПЦ и накапливают биткоин через ETF, поскольку приток капитала в начале этой недели составил почти 300 миллионов долларов. Таким образом, 11 июля может компенсировать все потери, которые зафиксировал рынок на прошлой неделе. Также многие сейчас с нетерпением ждут листинг того самого Hamster Combat, ведь на днях биржа Bybit запустила предмаркет, где можно непосредственно купить токены. А Павел Дуров поддержал этот кликер и заявил, что это самое быстро растущее приложение в мире. Дополнительно американские фонды подали окончательные заявки на запуск эфириум ETF, за счет чего аналитики прогнозируют начало торгов и приток нового капитала в эфир, начиная с 15 числа. При этом VanEck и 21 Shares официально подали заявки на ETF Solana, которая выросла более чем на 10% за сутки, а опасения по поводу продаж биткоина от MTGOX и Германии обсуждают все меньше и меньше, что уже не оказывает негативного влияния на рынок. Да, друзья, новая неделя не успела начаться, а на рынок одна за другой продолжают поступать положительные новости, которые мы и разберем сегодня в видео, чтобы вы узнали, как ИПЦ 11 числа изменит рынок, что задумали разработчики Hamster Combat совместно с Дуровым, какое влияние ETF окажет на эфир, а также я расскажу, закончилась ли эта летняя коррекция, или мы все же рискуем повторно откатиться вниз. Перед просмотром обязательно поддержите видео лайком, ведь мы планируем сделать для вас топ лучших альтов на июль, которые должны быть в вашем портфеле. И чтобы такой топ вышел как можно раньше, давайте наберем 1500 лайков. Вам заранее спасибо за поддержку и приятного просмотра, ведь вы на канале Coin22, давайте начинать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы не только разберем предстоящий ИПЦ, но и обсудим множество важных новостей, которые также будут оказывать влияние на рынок в ближайшее время. И кстати, чтобы получать все самые актуальные новости раньше всех, приглашаю вас в наш телеграм-канал. Редакторы Coin22 круглосуточно анализируют рынок, чтобы вы как можно быстрее и, что самое главное, абсолютно бесплатно, получали важную информацию. Поэтому обязательно подпишитесь, и вы первым получите данные по ИПЦ, а также сможете сохранить себе вот этот пост, в котором мы собрали причины роста тонн до нового максимума на уровне $10. Касательно ИПЦ в четверг, скажу сразу, что нам крайне важно следить за результатами этого отчета, ведь на фоне текущего рынка, когда не происходит никаких событий, падение инфляции в США может вернуть биткоин на важную поддержку около уровня $60 тысяч. Но какие гарантии того, что инфляция реально упадет? Гарантий, конечно же, нет, но есть предпосылки, которые будут этому способствовать. По официальным прогнозам ИПЦ должен составить 3,1%, что на 0,2% ниже, чем в прошлом месяце. Это реально может произойти, поскольку последние данные по безработице, которые были опубликованы на прошлой неделе, показали, что безработица в США выросла до 4,1%, с самого высокого уровня с 2021 года. Конечно, любой скажет, что безработица это плохо и из чего вдруг биткоин будет расти, но в условиях высокой инфляции рост безработицы приводит к снижению потребительской активности, или проще говоря, люди меньше покупают. Следовательно, цены падают, инфляция сокращается и ФРС может приступать снижать ставки. А низкие ставки – это равно приток капитала в рискованные активы. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем за тем, как S&P 500 пробивает новые максимумы, а биткоин начинает постепенно приходить в чувство после сильного обвала на прошлой неделе. По поводу ИПЦ свои прогнозы предоставил Bank of America. В отчете экономисты написали: мы прогнозируем, что общий индекс потребительских цен вырастет на 0,1%, отчасти из-за очередного падения цен на энергоносители. Это приведет к снижению годовой ставки на 0,1 до 3,2%. Между тем мы ожидаем, что базовый ИПЦ вырастет на 0,2%. И добавили, что если отчет по ИПЦ будет опубликован в соответствии с нашими прогнозами, мы сохраним ожидания относительно начала цикла сокращений ФРС в декабре. Вот только первое понижение может произойти еще раньше, а именно в сентябре, вероятность которого превышает 70%. Таким образом, ИПЦ 11 числа имеет особое значение, особенно после вчерашнего заявления Пауэлла на выступлении перед Конгрессом,
где он сказал, что последние данные не подтверждают большую уверенность в траектории инфляции, необходимую ФРС для снижения ставок. Хотя при этом Конгресс критиковал ФРС за то, что она удерживает ставки на высоком уровне, что негативно отражается на потребителях. А вот если ИПЦ в четверг составит 3,1% или даже ниже, риторика Пауэлла, вероятно, изменится, и все с нетерпением будут ждать сентября. Но большие инвесторы не просто ждут, а они активно подготавливаются к началу смягчения политики ФРС. И это можно понять по притокам капитала в ETF, который во вторник составил почти 300 миллионов долларов. И я оказался абсолютно прав, когда вот в этом видео вам сказал, что фонды будут накапливать на коррекции, в то время пока многие инвесторы в страхе продавали свои монеты. Дополнительным положительным сигналом является рост денежной массы в США, которая измеряет наличные деньги, текущие депозиты и легко конвертируемые средства, такие как сберегательные вклады, ценные бумаги и другие срочные депозиты. По состоянию на май этого года денежная масса выросла примерно на 0,82% в годовом исчислении, сократив ее совокупное падение с пикового снижения на 4,7% в октябре прошлого года до примерно 3,5%. Рост предложения денежной массы является оптимистичным для биткоина, поскольку он увеличивает ликвидность в экономике. Больше денег в обращении приводит к высоким инвестициям в более рискованные активы, такие как биткоин, поскольку традиционные активы, как, например, облигации, предлагают более низкую доходность. Фонды, а также инвестиционные компании это все просчитывают заранее, чтобы выбрать самый лучший и высокодоходный актив во время падения инфляции и снижения ставок ФРС. А поскольку в понедельник приток капитала в ETF пробил месячный максимум, то институционалы наверняка делают ставку на биткоин в текущем экономическом цикле. Таким образом, перед и после ИПЦ на рынке, вероятно, будет наблюдаться высокая волатильность не только биткоина, но и других монет. Ведь на фоне падения инфляции в прошлом месяце биткоин подскочил на 5%. Основываясь на этих данных, аналитики нашей подписки Coin22 Pro прямо сейчас начинают подготавливать оптимальные точки входа перед ИПЦ, но при этом участники Pro не упустили рост в начале этой недели. Например, до восстановления рынка наши аналитики предоставили лонг-сделку на Matic, которая должна была сработать по откату, что, собственно говоря, и произошло. Цена опустилась, активировала лонг, а после пробила take profit, что принесло нам от 80% чистого профита. И сделки такого формата мы публикуем ежедневно, что позволяет зарабатывать не только опытным трейдерам, но и новичкам. Ведь главный плюс подписки Pro – это пошаговое обучение, которое позволит вам изучить трейдинг от базового анализа монет до сложных торговых стратегий. Ведь все обучающие материалы подкрепляются практикой в сопровождении наших специалистов. А чтобы вы могли получать профит на пассивной основе, как это сейчас делают американские фонды, мы специально для вас подберем качественный спотовый портфель из перспективных монет. Сегодня у вас есть возможность получить первую прибыльную сделку в течение 24 часов перед ИПЦ. Так что переходите по ссылке в описании, напишите нам и зарабатывайте с подпиской Pro. Следующее важное событие, которое сейчас обсуждают не меньше, чем предстоящий ИПЦ, это листинг Hamster Kombat. И нет, официальной даты начала торгов по-прежнему нет. Тем не менее, в начале недели появилась новость, что биржа Bybit запустила пресейл хомяка, за счет чего любой желающий может купить токены прямо сейчас. 8 июля компания Bybit официально объявила о листинге токена Hamster Kombat на своей внебиржевой платформе Bybit Pre-Market Trading. Чем же это отличается от полноценного запуска? Суть в том, что эта платформа предназначена для торговли новыми токенами до их официального листинга, позволяя покупателям и продавцам устанавливать котировки и совершать сделки по заранее определенным ценам. Вот в этом видео я уже рассказывал, что предмаркет запустила биржа Gate, и многие могут подумать, что прямо сейчас можно начать продавать свои монеты, которые были накликаны. Но нет, предмаркет это просто соглашение между покупателем и продавцом, которое фиксирует биржа до листинга. То есть вы сейчас можете купить хомяка, а после листинга продавец обязан вам перечислить токены. Несмотря на утихающий хайп Hamster Kombat, дополнительное внимание к нему привлек Павел Дуров, который поддержал саму игру и сообщил о скором выпуске токена проекта на блокчейне Ton. По словам Дурова, ежедневно 4-5 миллиона новых пользователей присоединяются к проекту, что делает его самым быстро растущим цифровым сервисом в мире. Но все мы знаем, что это за 5 миллионов, которые просто перешли по реферальной ссылке, пару раз кликнули и сразу удалили это приложение. Странно, почему Дуров об этом не написал. Но многие считают, что поддержка от Дурова это
гарантия того, что хомяк взлетит после официального листинга, и его стоит покупать на пресейле. Но, друзья, давайте я в очередной раз зайду на сайт и попытаюсь открыть белую книгу. Вот только она до сих пор недоступна, и ее нет. Точно так же, как и токеномики. Следовательно, это все больше напоминает масштабную аферу, где разработчики будут тянуть время до последнего дня, чтобы постараться получить как можно больше денег на премаркете. Думаю, историю с ваучерами Ноткоина вы прекрасно помните. Именно по этой причине я не рекомендую ничего покупать на пресейле. К этому проекту есть очень много вопросов, на которые мы, кстати, ответили вот в этом ролике, который уже почти набрал 500 000 просмотров. Так что не стоит рисковать. В таком случае лучше уже бесплатно кликать и надеяться, что монеты после листинга будут хоть что-то стоить. А вот что реально стоит добавить в свой портфель, так это Эфириум и Solana, которые выросли на фоне последних новостей, связанных с ETF. Давайте сперва про эфир. Во вторник все эмитенты, а именно Fidelity, VanEck, Franklin Templeton, 21 Shares, Grayscale и, конечно же, гигант BlackRock подали обновленные заявки S1 для спотовых Ethereum ETF. Но что это значит? А это значит, что запуск ETF уже на носу. Касательно четкой даты, ее нет. Но главный аналитик Bloomberg дал интересный прогноз, ведь он написал: у нас пока нет новой даты запуска, потому что мы не слышали, каков план игры SEC. Надеемся услышать скоро. Но если бы вы заставили меня с пистолетом в голове назвать мою лучшую оценку даты, я бы выбрал 18 июля. Еще до обновленных заявок S1 аналитики давали ориентировочную дату начала торгов после 15 июля, то есть на следующей неделе. Таким образом, следующая неделя станет важной для эфира, ведь вы сами видите, как ETF влияет на биткоин. И если эфириум получит даже 20 или 30% от общего притока в биткоин ETF, как прогнозируют аналитики, это уже станет фундаментальным катализатором роста. Если провести теханализ эфира, то можно выделить некоторые интересные моменты. Во-первых, движение эфира является частью отскока, который начался после тестирования 50-недельной EMI на уровне 2700 в качестве поддержки. Та же самая волна поддержки ограничивала прошлые попытки эфириума опуститься вниз, что сигнализирует о первой сильной поддержке. Во-вторых, на 4-часовом графике формируется модель двойного дна. Данная фигура двойного дна считается фигурой бычьего разворота. Она появляется, когда цена пробивает уровень выше сопротивления и поднимается на самое максимальное расстояние между самой глубокой точкой фигуры и линией поддержки, или так называемого локального дна. Еще до запуска ETF эфир уже начинает постепенно формировать восходящий тренд, поэтому пока цена торгуется около вот этого уровня, можно купить небольшую часть себе в портфель, если вы не успели этого сделать, когда эфир упал ниже 3000. Но эфир — это не единственная монета, которую обсуждают из-за ETF, ведь буквально в понедельник компания VanEck и 21 Shares официально подали все заявки 19B4 для Solana ETF. Согласно заявлению во вторник, оба управляющих активами, подавшие заявки S1 в июне, будут размещать свои продукты на бирже SBOE. Как только SEC подтвердит получение заявок, то у регулятора появится 240 дней для их одобрения или отклонения. Но проблема в том, что SEC может очень быстро свернуть все эти заявки, даже не дожидаясь дедлайна в 240 дней. Ведь давайте не забывать, что SEC до сих пор считает Solana ценной бумагой, что, конечно же, является прямой проблемой для запуска ETF. Но по мнению многих аналитиков, все надежды на Трампа, который может победить на выборах, ведь он более лояльно относится к крипте, из-за чего даже эксперты банка Standard Chartered заявили, что в случае победы Трампа биткоин пробьет 100 тысяч уже в 2025 году, а в августе мы увидим новый максимум. Я, конечно же, вообще не против, чтобы такой прогноз сбылся, но думаю, одного Трампа здесь не хватит. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, когда мы увидим новый максимум выше уровня 74 тысячи долларов. По поводу Solana, она сейчас находится в диапазонах накопления, о которых я говорил в отдельном обзоре, поэтому если вы задумываетесь о покупке, обязательно обратите внимание на вот эти ключевые области спроса, ведь Solana — это хорошая монета, даже если с ETF придется повременить. Что касается локальных новостей, которые сейчас влияют на рынок, то все происходит именно так, как я и прогнозировал в прошлых роликах. Помните, все кричали о выплатах биржи MTGOX? Так вот сейчас, как будто бы никаких потенциальных продаж биткоина на 9 миллиардов долларов вовсе не было. По факту влияние MTGOX уже учтено в цене биткоина, ведь биржа Bitstamp по соглашению с MTGOX указала, что она обеспечит компенсацию инвесторам как можно скорее. Она подчеркнула двухмесячный срок для распределения монет. При этом некоторые клиенты уже подтвердили получение. Kraken, одна из 5 бирж, которую доверительный управляющий будет использовать для возмещения, имеет срок в 90 дней. Японские биржи BitBank и SBI также получили и, как сообщается, распределили свои монеты среди пользователей. Тем самым они по факту перешли свой двухнедельный срок. Но еще как только началась вся эта шумиха, я вам говорил, что большая часть всех инвесторов — это холдеры и фонды, которые не собираются продавать свои монеты. Также помните
Помните, в прошлом ролике я рассказывал, что продажи от Германии прекратятся. Так вот, что и требовалось доказать. Германия передумала продавать свои биткоины, ведь часть монет на сумму в 200 миллионов долларов правительство вывело с биржи Kraken, Coinbase и Bitstamp. Таким образом, биткоин прекратил снижение в начале этой недели и сейчас постепенно консолидируется. Сейчас на рынке нет положительных инфоповодов, которые могли бы толкать биткоин, да весь крипторынок вверх. Но ближайшим таким событием, которое реально может перевернуть общий тренд, является ИПЦ 11 числа. На данный момент прогнозы сводятся к тому, что инфляция реально упадет. Но возвращаясь в самое начало, не забывайте, что 100% гарантии нам никто не дает, за счет чего необходимо следить за последними обновлениями и вовремя корректировать свои торговые позиции. Поэтому, чтобы не пропускать такую информацию и в четверг раньше всех получить данные по ИПЦ, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И увидимся очень скоро. Вам желаю удачи, до скорых встреч!